Привет всем! Снова я вам буду сегодня рассказывать про интересные магнитолы из 80-х. И на нашем обзоре действительно очень уникальный экземпляр. Сейчас расскажу почему. Sony CFS F40. Ну, как вы все знаете, Sony всегда шли своим путем, они не копировали конкурентов, они постоянно пытались свое придумать, что-то свое, ввести это свое и использовать его дальше, и продавать эти инновации. И вот одна из таких инноваций, которые были придуманы Sony, вот воплощена в этой магнитоле. Магнитола очень редкая в наших краях. Я знаю точно, что у нас в Беларуси нет их такой ни одной. В России, перелопатив интернет, я видел, что один раз продавалась на Авито, один раз на Мешке, возможно, это одна и та же. Почему же она такая редкая? Дело в том, что этот аппарат не выпускался для внешних рынков. И даже аналогов, сделанных на базе этого аппарата, не выпускалось для внешних рынков. Это был совершенно уникальный аппарат с уникальной лентопротяжкой, с уникальной конструкцией. Сейчас подробно вам все расскажу. Аппарат появился в 1980 году. И он появился в паре с магнитолой, похожей на нее, которая называется CFS F70. Вот вы видите, она маленькая такая же, вот будем говорить, просто половиночка от этой большой магнитолы, она просто на заднем плане сфотографирована. На самом деле она точно такая же, здесь такие же точно динамики, совершенно та же лентопротяжка. Основное отличие у этой маленькой магнитолы, я должен все-таки про нее рассказать, потому что это очень важно. Именно эта маленькая магнитола была топовая в линейке, а это было следующее. Что же здесь, почему он такое было? Если вы посмотрите внимательно, вот здесь указана цена. F70 маленькая стоила 128 тысяч йен, а большая стоила всего 99 800 йен. Почему же маленькая магнитолка такая была дорогая? Это действительно очень высокая для 80-го года цена. И долго изучая интернет, хочу сразу сказать, что в интернете вообще отсутствует о ней какая-то информация. Полностью на русском языке никакой информации. Для того, чтобы хоть что-то по ней найти, мне приходилось брать Google переводчик, на японский язык переводить названия и какие-то ключевые фразы по этой магнитоле. И читать это с японского языка, опять же переводя через Google переводчик. На японских сайтах о ней информации достаточно много, в отличие от других стран. Наверное, все-таки потому, что это одна из тех магнитол, за которыми коллекционеры японские и, соответственно, сейчас уже американские гоняются. Что же в ней необычно? Необычно в том, что этот аппарат, самое необычное, всего-то 46 сантиметров на 26 сантиметров, весит 12,5 килограмм. Да-да, 12,5 килограмм. Это почти на килограмм больше, чем всем известный Sharp 3 семерки. Она, ее поднимаешь, такое ощущение, цельнометаллический какой-то куб. Не зря ее называют в Японии энергетический куб. Вот если эту ручку сложить, она действительно получается, смотрите, просто квадрат. Вот так видела это Sony. Так вот, если вернуться к той маленькой магнитолке, которую я вам показал. Сейчас, извините, свет выключу, потому что отражается лампа в планшете. У нее было все то же самое, только здесь 4 динамика, низкочастотный, высокочастотный, то здесь среднечастотный 1 динамик. Всего лишь. Но в ней был по тем временам цифровой тюнер, один из первых цифровых тюнеров. Здесь не было цифр, здесь было
Просто полосочка, вот здесь подписаны цифры частоты, и бежала маленькая полосочка, напротив частоты останавливалась. Ну, в ней была память уже на радиостанции, и настройка производилась двумя кнопками плюс-минус. Там открывается сверху крышка, там достаточно много спрятано кнопок. Здесь было. Она весила где-то 9,5 килограмм. Но опять же, почему? Не только потому, что она действительно напичкана внутри, как никто, наверное, другой. У нее огромный блок питания. Но основная фишка, которую Sony хотела внести, это полностью металлические основания акустики. Вот эти динамики закреплены на металлическом основании. Слышите, наверное. Также вся морда сделана из металлического основания, и поверху еще сделан алюминиевый лист гнутый. То есть очень толстый. Я потом поближе буду показывать, покажу, какой толщины здесь лист. Здесь сбоку видно, какой толщины. Не пожалею. Вот, что называется, бывает коцки, знаете, на алюминии. Здесь достаточно трудно. Такое ощущение, что все, что можно было сделать из металла, здесь сделано. Все кнопочки металлические, даже регулятор громкости металлический. Даже эта крышка металлическая, кнопки металлические, внутри лентопротяжки. Все, что вот глазами видно, ну, за исключением, конечно, роликов из металла. Из-за этого вес просто гигантский. Но для чего это было сделано? Сейчас расскажу. Я решил открыть здесь не бутафорские, это не бутафорские такие под шестигранники болты. Здесь 2 под отвертку и здесь 4 под шестигранники. То есть акустика, вот здесь сама по себе панель закреплена на 6 болтах. Я открыл и посмотрел, открутил, посмотрел, как это выглядит. Вот такие огромные 10-сантиметровые динамики с огромными магнитами. Это моя фотография. Вот сама по себе металлическая панель, на которых они закреплены. С корпусом, между корпусом и пластиковым и металлической панелью вот здесь резиновая прокладка стоит. И сами динамики вы видите. Низкочастотного динамика магнит даже больше самого динамика. Здесь видно, что конструкция его сделана таким образом, чтобы у него был очень большой ход при маленьком достаточно размере. Высокочастотные динамики тоже с огромными, видите, магнитами. Просто, ну почти, может не 10, но 9 сантиметров. Он, наверное, точно этот магнит. Все здесь припаяно ни на каких разъемах. Внутри тоже все. Огромное количество проводов, очень сложная лентопротяжка, мы вернемся к этим. То есть японцы хвастались вот в интернете, что у них такая 10-сантиметровая динамики с такой мощностью. 28 ватт, по тем временам это достаточно мощная магнитола. Это тоже все в японском интернете нашел. Что интересного, казалось бы, почему, зачем такие вложения, такие деньги? Это же все как бы стоит огромных денег. Дело в том, что динамики, которые закреплены в металлическом корпусе, они не дают таких посторонних шумов и вибраций на большой громкости. Включая и этот аппарат на высокую максимальную громкость, вы не услышите звона корпусов, как обычно этот пластик весь трясется, решетки трясутся. Здесь решетки жестко вклеены. Их снять, я пытался посмотреть, снять невозможно. Они жестко держатся. Мощность такая, басы, ну, неописуемые басы здесь. То есть, когда ты думаешь, понимаешь, что с динамики всего лишь 10 сантиметров и передает такой бас, ну, вам посчастливится, вы услышите этот аппарат. Мало того, лентопротяжка здесь полностью своя. Кнопки такие
знаете, сенсорные, вот подобные, прикасаешься, ход еле-еле заметный, слабенький такой маленький ход. Похожий на Национал 7000, который я вот в те времена смотрел. И, соответственно, если вернуться к тому аппарату, еще раз, маленькому, про который я говорил, у него тоже вот эта вся панель металлическая. Он тоже был, но почему же он стоил намного дороже? Казалось бы, здесь и мощность больше, и функций. Ну, как я понял, стоил он так только из-за цифрового тюнера. В те времена это было что-то новинку, хотя вот я знаю, допустим, тот же Sharp 95-95, который примерно в то же время появился, 79-80 год. И у него уже даже цифры были на панели, а не просто полосочки. Но это было Sony. Sony всегда стоила дороже. Sony это был бренд инноваций. Его очень немного везли в Советский Союз, потому что при всех равных Sony всегда стоил дороже. Он не стал такой популярный, потому что цена действительно дорого. Но когда ты вникаешь в эти нюансы, когда ты вникаешь в материалы, которые он сделал, ты видишь, что он на порядок выше остальных аппаратов. Sharp, после того, когда ты потрогаешь вот этот аппарат, им попользуешься, ты понимаешь, что Sharp это какой-то уже второй сорт. Вы уж извините за прямоту. Да, он стоит дешевле, да, но здесь как будто вообще никто не задумывался, как это сделать лучше. Им просто поставлена была задача сделать лучше всех, чтобы это было по всем параметрам. И конструкторы делали. Были такие времена. Мы об этом сейчас и вспоминаем. Касательно дизайна. Дизайн вы видите так называемый энергетический куб. И вы вспомните, недавно я вам показывал подобный аппарат с таким дизайном. Это Panasonic RX32, или в японском варианте назывался он RX35. Но по сравнению с этим аппаратом это малышка. Просто малышка. Посмотрите, насколько он меньше. Посмотрите, насколько он тоньше. Все, кто знает 32-й Panasonic, может представить, какого размера этот аппарат. Он не гигантский, но он действительно просто такой огромный энергетический куб. Наверное, Sony тогда думала, что именно за таким дизайном будущее. И видя того, что вот этот Panasonic, он вышел где-то на 2 года позже этого Sony, то, наверное, Panasonic пытался скопировать тогда этот дизайн у Sony. Первое это сделала Sony. Конечно, технологично нельзя добиться хорошего звука маленькими динамиками. Это влечет за собой какой-то другой технологические инновации в схемах, в схемотехнике, в электронике. И в принципе намного сложнее. Но Sony этого добилась. При этом этот аппарат долго не смог продаваться. При цене 100 тысяч йен он продавался в Японии не более года. Почему он такой редкий? Он не более года продавался на внешний рынок, вышел вообще, его сняли. Что касается F70 аппарата маленького, который я вам показал, он вообще через полгода... японцы пишут в интернете, что пришлось снизить его цену до 60 тысяч йен, чтобы их распродать просто. Люди не могли понять, почему огромнейшая цена, там, сопоставимая с Шарпом 3 семерок, на такой маленький аппарат. Ну, потому что внутри его новейшие были технологии. Самые новейшие и самые лучшие материалы были использованы. Не было, Sony не останавливался, но покупатель его не покупал. Потому сейчас они достаточно редкие аппараты, и японские, я смотрю на аукционе, очень часто, я специально искал на аукционе этот аппарат, мне про него рассказал один человек, коллега мой из России, и я искал его и найти не мог, потому что просто рабочие аппараты стоят на аукционе $1500. Это при его огромном весе еще переслать, $200 стоит к нам. То есть очень огромные, он просит за него деньги.
В итоге пришлось приобрести с риском для себя аппарат, который лентопротяжка не работала. Работало только радио, я это посмотрел и купил этот аппарат. Скажу сразу, что протяжку привести в рабочее состояние мне обошлось очень дорого. Она настолько сложная, она совершенно сделана полностью на каких-то сенсорах. Там даже на автостоп специальный датчик отдельный, который видит движение ленты. Там, трудно сказать, насколько сложная кинематика. Нашелся человек в Минске, слава богу, 2 месяца, честно, делал, но сделал. И да, это было недешево, но вы поверьте, когда я его включил, это того стоит. Это действительно звук уникальный. Этот один из тех аппаратов, которые вот из всех моих, которые были у нас на тесте, меня поразил второй такой аппарат. Первый поразил по звуку, это Hi-Fi Studio 1 Telefunken. Действительно, и он, кстати, похож. Вы знаете, когда я увидел этот аппарат, я подумал, оба-на, японский Telefunken. Тот был 80-го года, этот примерно 81-го года исполнения. То есть, кто кого скопировал, даже трудно сказать. Но, действительно, здесь звук поражает. Все, что у меня было, я честно говорю, на тестах до этого момента, с ним может сравниться только Telefunken. Hi-Fi 1. Но здесь прекраснейшая лентопротяжка. В отличие от него, где механика просто. Здесь действительно просто прикасаешься и все работает. Никакой механики. При этом обратите внимание, в нем есть стрелочки и пиковый индикатор, который отдельно светодиодный индикатор еще к стрелкам. Я такое видел только в деках, когда есть пиковый индикатор и 2 стрелки. Стрелки, правда, покрашены в красный цвет, потому вам не очень видно, но я ближе поднесу, когда включу, вы увидите, как они красиво работают. Радио тоже 7690 было. Слава богу, я нашел мастера, он перестроил радио, сейчас работает 88-108, без каких-либо впаек дополнительных устройств. Разобрались и сделали. Прекрасно работает. Ну что ж, давайте его послушаем, посмотрим, начнем с лентопротяжки. Во-первых, посмотрите, как открывается. Кассета выезжает вперед, а потом выпадает. Кассетоприемник, извините. Кстати, очень удобно для доступа сделано. Вот такая крышка, она просто вот так снимается и уже можно доступ имеешь к головкам, можешь спокойно почистить. А потом вот так защелкивается. Очень элементарно. Ну, в Sony поставим кассету Sony. Как все магнитофоны того времени, для воспроизведения с кассеты достаточно нажать play, не надо включать power. Для радио, конечно, придется. Итак, попробуем мы запустить его. Извините, буду выключать. На последнем видео, за последнее видео YouTube мне прислал предупреждение, что отключит мой аккаунт, потому что 20 секунд проиграла какая-то песня, которую я даже не слышал. И были поданы претензии. Приходится выбирать музыку или как-то включать ее не более чем на 10 секунд для того, чтобы YouTube нас не забанил. Но я попробую вам все-таки продемонстрировать. Вы слышите, как включается? Цик! Давайте я все-таки, извините, что потрясет, я поближе вам покажу. Это того стоит, вы поверите. Сейчас я послушайте, как работает лентопротяжка.
Видите, буду останавливать время от времени. Покажу вам без звука поближе. Вот видите, крепление какое у металлическое основание акустики. Точно так же радио переходим в FM. Вы не поверите, вот это тоже сделано из металла. Ее крутишь, у нее даже какой-то момент сохраняется. Спускаешь, она еще крутится. Вернемся к пленке. Кстати, поиск имеется только на одну композицию. По тем временам. Здесь наушники. Здесь есть Dolby. Вы видите кнопочку. Сейчас я вам покажу сверху, как это выглядит. Пройдемся по регуляторам. Баланс. Высокие, низкие. Уровень микрофона, уровень записи по каналам. К сожалению, что интересно, на производстве было нанесено вот черным шрифтом и кое-что красным. Вот, допустим, вот тип пленки был нанесен красным, надпись была нанесена красным. Вот здесь мануал, запись ручная, оно выцвело, при этом черное совершенно как будто и не тронуто. Еще раз давайте посмотрим. Подсветка, я вам сейчас покажу, как она работает. Микрофон. Тип пленки, Dolby, включение, ручной автоматический уровень записи, автоматическая подстройка частоты APC наша для FM, стерео моно. В принципе, больше ничего нету. Ничего нету. Здесь полностью алюминиевую панель я вам обещал показать. Посмотрите, какая толщина накладки. Вот здесь. Видите? Алюминия. Если знать, что вот это сделано тоже полностью из металла, и вот это из металла, из алюминия уже здесь, вы поймете, откуда здесь у такой малышки такой огромный вес. Ну что ж, давайте я вам покажу со стороны, покажу отсюда. Почему? Потому что его реально, чтобы его просто повернуть, надо встать и взять в руку. Он очень тяжелый. Здесь есть дистанционное управление. Я ему вам покажу тоже подключение дистанционного управления. Я покажу вам, когда поставлю на штатив. Подключение микрофона, подключение акустики. Что интересно, такая кнопка, вот здесь написано по-японски об этом, называется Power Save. Оно сделано для того, чтобы сохранять, как я понял, извините, поправьте меня, потому что информации очень мало, я такого не видел ни в одной магнитоле. Чтобы сохранять батарейки, когда она работает на батарейках. То есть вы переключаете на On Power Save, и он становится немножко тише, тратит меньше энергии. Что интересно по питанию. Провод свой, совершенно иной, ни один другой провод, кроме соневского, не подойдет к этой магнитоле. Тому очень надо беречь этот провод, другого не подключить. Видите, очень узко посаженные разъемы, и он такой круглый. Конечно, можно 12 вольт запитать. Так, оба-на, сейчас я его, ух ты, поверну. Интересным здесь является решение с антенной. Давайте, вот сейчас я уже верну, поставлю назад. Посмотрите, как сделана антенна. Обычно у магнитофонов того времени она просто ложилась на бок.
последнее колено. Нет, здесь она прячется целиком. Для нее вот такой тоннель сделан отдельный. То есть Sony даже антенну спрятала. Красиво так, эстетично. Здесь подключение дополнительных антенн. Опять же, light in, light out. Выход, вход. То есть, наоборот, подключение фонокорректора для подключения проигрывателя. И микрофон дополнительный. Питается эта бандура 10 батарейками. 10 батареек надо, чтобы ее запитать. Я не представляю, сколько, если она сейчас 12 килограмм с лишним весит. Когда ты 10 батареек в нее ставишь, она вообще неподъемная. Вы посмотрите, даже обратите внимание, из-за того, что она такой тяжеленная, на ручке по 2 болтика сделана. Видите? Потому что это, естественно, тоже металл. Потому что не выдержит такой вес никакой пластик. Здесь пришлось сделать тоже металлическую. В принципе, пластиковый только вот этот корпус боковушки и зад. Все остальное, опять же, так, опа, так, на вытянутой руке, как я обычно показываю, с ней не получается. Если касательно, я вам обещал подсветку показать, сейчас выключу свет, вот такая зеленые лампочки загораются, 3 лампочки и подсветочка работает. По дистанционному управлению, которое я вам обещал. Выглядело оно очень интересно. Вот комплект с дистанционным управлением. Я нашел в японском интернете. Вот такой вот микрофон. Видите? Микрофон. На нем управление полностью кассетной декой. И он же микрофон. Плюс кнопочка здесь вот такая стоит. Использовать микрофон или не использовать. Можно его отключить и пользоваться просто как дистанционным управлением. Можно включить и, допустим, и караоке использовать. И сразу перематывать, включать, выключать магнитолу. Вот такой комплект идет. Это, что интересно, вот такая планочка тут идет к проводу. Это для подключения сзади антенн. Она обычно у всех утеряна. Вот такая вот уникальная магнитола у нас сегодня на тесте. Она действительно мне очень нравится. Да, стоит недешево, но вы знаете, это того стоит. Это того стоит. Я с одним коллекционером разговаривал из России долго, у него большая коллекция, и вот у него мнение однозначно, что она в стоковом случае, когда ничего не переделано, она звучит лучше, чем Sharp 3 семерки. Вот он уверен, она звучит лучше однозначно. Мне кажется, почему, как и почему они это сделали, я не понимаю. Такие маленькая динамика и такие басы. То есть звук у нее просто поразительный, поразительный. Вот здесь интересно такое было решение тоже. Вот здесь вот в этой щелочке вставлено зеркало. Видите, там вот зеркало вот отражается. Когда на нее светишь светом, она тебя там отражает. Может, чтобы ты сам себя видел в этой магнитоле. Не знаю. Так вот, конструкторы. Вот такая вот уникальная сегодня у нас на тесте магнитола. Я, честно говорю, это изюминка моей коллекции. Я горжусь ей. Она очень интересная. И, конечно, если послушать, как она звучит, это просто поразительно. Спасибо. Был рад вас порадовать еще одним экземпляром ретро-техники. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Буду знать, что вас интересует, как лучше подавать темы. Спасибо и очень рад, что вы со мной. До свидания.